10 мая 2019 года мы открыли студию 4413 как синтез художественных и активистских сообществ. И на открытие позвали наших друзей. В том числе это была презентация альбома технопоэзии «Убери руки от влагалища культуры». Мы позвали, кроме них, две известные на тот момент группы «Красные зори» и Джана Брукса. Мы решили с самого начала, что наша студия должна была совмещать самые разные пласты культуры и самые разные виды радикальных теорий и практик, поэтому мы попытались совместить и уже известных устоявшихся музыкантов, которые существуют примерно в той же повестке, что и мы, и неизвестных музыкантов, повестка которых и музыка которых, как мы считали, должна была получить широкое распространение. Для меня ключевая точка, ключевая характеристика этого пространства это некоторое место, которое нужно для того, чтобы разомкнуть и объединить существующие микросообщества Петербурга, которые, их члены, хотя и общаются друг с другом, но все-таки, мне кажется, мы недостаточно солидаризированы. И здесь мы будем пытаться пересекать разные среды, искать новые языки, новые способы коммуникации, новые способы солидаризации. Нам хотелось, чтобы на открытии выступали те, чья повестка нам близка, наши друзья, люди, которых нам приятно видеть в этом пространстве, и которые дальше могли бы как-то участвовать в жизни этого места. Нас позвали, а мы такие, да, давайте выступим. Так и решили. За несколько лет до этого мы же тоже были малоизвестной группой, и к маю 2019 года успех, слава и деньги нам еще не скружили голову, и мы поддерживали молодых музыкантов. Потом был, конечно, период помутнения, но мы быстренько с этим разобрались. В то время мы и сами были малоизвестной группой, самоорганизованной 4413. Технопоэзия были наши друзья, которые декламировали в своих текстах ту же проблематику, с которой работали мы. Они работали с деконструкцией этики труда. Их тексты были очень крутые. И мы, конечно, хотели видеть своих друзей на открытии. И мы понимали потенциал развития этой группы. Нам просто хотелось хорошо провести время вместе. Идея сделать совместное мероприятие вместе со студией, она выросла из нашего дружеского общения с ребятами, которые делали студию. Маша Дмитриева предложила такую возможность прокурировать это мероприятие, и мы, конечно, согласились, потому что это было важно. Важно показать в том, что мы две самоорганизации, слово смешно, самоорганизации, да, решили самоорганизоваться тогда вместе, которое было напротив очень популярного тогда культурного центра «Новая Голландия» она называлась. В общем, пошли мы в эту студию, а там просто полуразрушенный дом. В лучшем питерском духе такая разбитая то ли коммуналка, то ли фабрика какая-то. Напротив Новой Голландии. Это, знаете, тогда Новая Голландия, это было вообще верх всего. Это Абрамович с Дашей Жуковой замутили. Приходим, там все разрушено. Я говорю, это то, что надо. И ребятам понравилось, Марине, Антону. Думаем, первый альбом надо презентовать вот так. По-трушному, по-андеграундному, по-независимому. Мы решили договориться, они сказали, окей, ребята, мы вообще секретная студия, андеграундная, то, что нам надо, но ваш концерт на открытии нашей студии пройдет. Договорились. Совпало, у нас готовилась презентация альбома, и мы не знали, куда пойти. То есть у нас был вариант А2, это такой большой концертный зал, клуб еще, клуб я не помню. Клуб рядом с крейсером «Аврора». Был концертный зал тоже. Мы почему-то не договорились с ними. А студия 444.3, они сказали,
они пошли нам навстречу и даже, по-моему, денег не попросили. Да, мы как-то решили финансовый вопрос, но это как-то мимо меня прошло, к сожалению. Нас никуда не брали. То есть нам отказывали везде. То есть мы куда ни идем, нам говорят, у вас такие тексты, что да, мы не можем такому риску подвергать нашу площадку. Вот. А студия 413, да, эта студия, сразу было понятно, что это студия, да, будущего. И да, вот они нас приняли. Мы тогда занимались не пойми чем, постоянно все время пытались найти какие-то выходы, чтобы нас где-то заметили, чтобы взяли нас на какой-нибудь дурацкий концерт. И нас практически никогда никуда не брали, потому что все не понимали, что мы такое. То есть вроде бы и группа, но такие были замороченные тексты, которые никто не понимал. Все говорили о том, что повестка вот это вот не надо, вот музыка, она должна быть о чем-то другом. И то, что мы комбинировали разные медиа выступлений, тоже никто не понимал. Все думали, что мы перформанс. Но для перформанса это было как-то тоже не это, потому что перформанс с текстом очень много было сложностей. И вообще мы все время переживали о том, что постоянно нужно ставить какие-то ограничения, там 18+, там вот мы материмся где-нибудь, обязательно нужно это все выделять, а то, не дай бог, скажет, что мы детей там совращаем, или вот ЛГБТ-повестка тоже была достаточно скользкой темой тогда. Да я не помню, я реально просто не помню. Я просто не помню, что было в этот, блядь, день. Я не помню, как мы познакомились, я не помню, кто сказал, что нужно... Почему мы в 413 выступали? Я вообще понятия не имею, зачем мы выступали в этом пространстве. Мы и так маргинальные художники, выступаем в маргинальном месте. Но зачем себя так закапывать?